Каждый вечер хочется пить бутылочку пива. Что не хватает организму мою? Просто уже страшно, вдруг стану алкоголичкой, не дай бог. В пиве больше всего находится хмеля, который успокаивает нервную деятельность. И в нем находится калий, собственно, который, если рассматривать полезные микроэлементы или компоненты, которые находятся в пиве, это калий, который является вазодилататором, то есть в случае, если у человека высокое давление, он выпивает пиво, то происходит процесс расширения сосудов, то есть происходит процесс расслабления. Ну и второе, происходит процесс попадания хмеля в организм или экстракта хмеля, что приводит к общему состоянию спокойствия. Как можно достичь такого же состояния? Калий находится в препарате манкулит, 1 чайная ложка на стакан воды, а препарат с высоким содержанием хмеля сирантал. Таким образом, 2 таблетки сирантала и 1 стакан холодной воды с 1 чайной ложкой манкулита — это то же самое, что 1 литр пива, соответственно. Но при этом на второй день нет отеков, человеку неплохо, он себя хорошо чувствует. По поводу пива хотелось бы несколько слов сказать об опасности светлых сортов пива, потому что скоро начинается Октоберфест, как известно. Это время, когда очень много людей добровольно травятся и заражаются непонятными заболеваниями. Они, конечно, понятные, но они такие, которые вслух не произнесешь, стыдные. Именно поэтому хотелось бы сказать, что отдавайте предпочтение темным сортам пива. Я считаю, что есть гуманные и человеческие сорта пива, которые могут помочь человеку быть здоровым и даже улучшить иммунитет и психическое состояние человека. На первое место я бы поставил все-таки пиво Гиннес черного цвета. Во-первых, углекислый газ в этом пиве заменен на азот, который необходим для сердечной деятельности и общей мышечной деятельности. Второе, в этом пиве не присутствует консервантов. И фактически это черное пиво, оно с высоким содержанием калия. Поэтому небольшое количество, 1 стакан такого пива на ночь с успехом выведет все камни и песок из ваших почек уже к обеду или к вечеру следующего дня. Вот такое пиво, оно достаточно гуманное. Я, насколько знаю, в некоторых странах его назначают даже при заболеваниях сердечной деятельности и при заболеваниях нервной деятельности и там почечной недостаточности. Ну, наверное, нет все-таки. Пиво при почках лучше не пить. Но при определенных заболеваниях, там, иммунном дефиците, вот назначают взрослым небольшой стаканчик такого пива даже в условиях стационара. Это Голландия, по-моему, там. Если человек каждый день пьет бутылочку пива, это говорит о том, что он не может сам по себе сбросить состояние стресса. В случае, если это делает женщина, в этом страшного ничего нет. В случае, если мужчина, страшное есть. Почему? Высокое содержание хмеля и высокое содержание консервантов, которые обычно заложено в этом пиве, может подавлять выделение тестостерона. А тестостерон необходим мужчине, потому что это гормон его либидо. То есть у человека должно быть постоянно желание чем-то заниматься, желание или влечение должно у этого человека быть. Именно поэтому это снижает, в дальнейшем формирует появление женских гормонов, прогестерона. И это может привести к изменению формы тела мужчины в сторону женского типа. Что я часто наблюдаю, кстати.